Намасте! Всем большой привет! Меня зовут Вероника, и я сертифицированный преподаватель по хатха и аштанга-виньяса-йоге. Сегодня, в этот солнечный день, я предлагаю вам уделить время своей спине. Эта практика идеально подойдет для тех, у кого устала спина. Может быть, устала на работе, может быть, вы весь день провели с ребенком на руках, и вся ваша вот эта плечевая, воротниковая зона, она вся забилась, устала, поясница болит. И, в общем, ощущается сплошной дискомфорт в теле. Эта практика для вас. Начнем из положения сидя, садимся как нам удобно и берем несколько дыханий для того, чтобы побыть наедине с собой и настроиться на работу с телом. Закрываем глаза, делаем глубокий вдох носом, медленный выдох также через нос. В этом положении настраиваемся на практику, настраиваемся уделять время себе, настраиваемся слышать себя и свое тело. И еще глубокий вдох. Выдох. На следующем дыхании за руками потянемся наверх, взгляд за руками наверх. На выдохе уводим ладони на затылок и локти разводим широко. Между локтями у нас одна ровная линия. Не сводим локти и сильно их не разводим. Из этого положения на выдохе соединяем локти и тянем голову вперед и вниз. Подбородок тянем к ключицам. Ощущение, что мы хотим свести локти вместе. Вдох. Выдох. На вдохе раскрываем локти, взгляд наверх, лопатки сводим. Старайтесь не поджимать колени к себе, старайтесь наоборот их направлять под себя. Локти разводим шире. Ощущение, что за спиной мы хотим соединить локти вместе. Выдох, снова соединяем локти, тянем шею. Вдох, раскрываемся. Взгляд наверх, локти широко, лопатки сводим, соединились. Выдох. Чуть-чуть динамичнее. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще разочек. Вдох. Раскрылись. Выдох. Закрылись. И на вдохе возвращаемся по центру. Разводим ладони широко, большие пальцы вводим в кулаки и вращаем наши ладони. Разминаем запястья в одну сторону и в другую сторону также. Хорошо. Отсюда правую ладонь уводим справа от себя. Левой рукой тянемся далеко вправо. Взгляд из-под руки наверх. Тянем левый бок. Ягодицы оставляем на полу. Колени не поджимаем. В этом положении мы также стараемся сводить лопатки и как бы выдавливаем грудную клетку вперед. Дышим глубоко. Вдох. Выдох. Отлично. Со вдохом центр. И на выдохе меняем стороны. Правой рукой тянемся далеко влево. Взгляд наверх. Вдох. Выдох. Растем влево. Еще вдох. Выдох. Хорошо. Со вдохом центр. На вдохе втягиваем живот вверх и с выдохом скручиваем корпус вместе с руками вправо. Взгляд направляем на правую ладонь. Ощущение, что за правую руку нас кто-то тянет далеко назад, за левую руку тянемся вперед. И скручиваем грудную клетку. С каждым выдохом активнее разворачиваем грудной отдел вправо. Вдох. Молодцы. Выдох. Хорошо. Внимание. За руками тянемся наверх. И возвращаем корпус по центру. На выдохе меняем стороны. Еще здесь вдох.
На выдохе центр, здесь же вдох, живот втянули. И на выдохе скручиваем корпус влево, взгляд за левой рукой. Продолжаем чувствовать, что мы в разные стороны себя растягиваем. Можно представить, что перед нами слева стена, и мы хотим плечи и грудь прижать к этой стене. Активнее себя растягиваем. Еще вдох. Выдох. Хорошо. Сводим лопатки. Вдох. Выдох. Хорошо. Со вдохом воздух. Еще вдох. И выдох. На следующем выдохе аккуратно возвращаемся по центру. Отсюда перекатываемся в положение стола. Ладони под плечами, колени под бедрами. В этом положении несколько покачивающих движений. Таз уводим в одну сторону, в другую. Вдох. Выдох. Хорошо. Остаемся по центру. Отсюда левая рука на полу, правой рукой раскрываемся наверх. Таз оставляем на месте. За правой рукой раскрылись, взгляд наверх. Продолжаем сводить лопатки. Втягиваем живот вверх и еще активнее скручиваем грудную клетку. На выдохе правой рукой ныряем влево по полу, выкладываем нашу правую руку и прижимаем правое плечо к полу. Правое ухо также укладываем на пол. Отлично. Левой рукой тянемся вперед. В продолжение корпуса, да, вдаль, за макушкой тянемся. Взгляд в потолок по возможности. И здесь ощущение, что мы не висим на правой руке. Мы толкаемся правым плечом от пола. Взгляд наверх. Таз на месте, таз в сторону, не заваливаем. Здесь еще вдох. Выдох. Отлично. Помогаем себе левой рукой. И возвращаемся в исходную позу стола. Меняем стороны. Правая рука на месте. За левой рукой раскрываемся. Наверх. Скрутка. Взгляд за левой рукой. Правой рукой толкаемся. Не поджимаем правое плечо. Длинная шея. Таз на месте. Раскрылись. На выдохе уходим. Ныряем левой рукой вправо. И укладываем левое плечо на пол. Левое ухо также ставим на коврик. Правой рукой тянемся за макушкой. Ощущение, что мы накатываемся на свой левый бок за счет того, что левой рукой мы толкаемся, не лежим на ней. И здесь еще 4, 3, 2, 1. Хорошо. Помогаем себе правой рукой и возвращаемся по центру в позу стола. Отсюда колени оставляем под бедрами, руками начинаем шагать далеко вперед. На выдохе направляем грудную клетку максимально близко к полу, может быть, даже положили ее на пол. Отсюда очень важно не опускать... В этом положении очень важно, не поджимайте плечи к ушам, да, все время как бы макушкой и шеей тянемся вперед, тазом тянемся назад. Руками вы толкаетесь, нет такого, что вы положили локти и повисли. Нет, локти вот максимально сколько можем, держим натянутыми, не сгибаем руки в локтях. Тянемся грудной клеткой в пол, по возможности подбородок оставляем на полу, если некомфортно, ставим лоб на пол. В этом положении дышим, наблюдаем за грудной клеткой. Глубокий вдох. Выдох. Хорошо, ныряем вперед, ложимся на живот. Локти остаются под плечами. Сфинкс. Сжали ягодицы. Если вы чувствуете дискомфорт в пояснице во время работы со спиной, всегда можно поставить стопы шире. Это уведет немножечко нагрузку с поясницы.
Если в каком-то положении в работе со спиной вам некомфортно, вы всегда можете вернуться к вот этому положению сфинкса и работать в нем. В этом положении сжимаем ягодицы и локтями, и предплечьями мы толкаемся от коврика, не висим на руках. Руки всегда в напряжении. Почувствуйте, что вы хотите себя протащить по коврику вперед. Грудью тянемся вперед, сводим лопатки, шею не заламываем, макушкой тянемся вверх. Еще здесь вдох, выдох. Если в этом положении вам комфортно, попробуйте толкнуться ладонями и оторвать локти. Ягодицы по-прежнему сжаты, взгляд вперед, макушка вверх. 4, 3, 2, 1. Отлично, поставили локти. Увели ладонь на ладонь и положили лоб на ладони. Расслабились в этом положении. Покачайте немного бедрами, прочувствуйте, что поясница не напряжена, поясница расслаблена. Отсюда уводим ладони за спиной в замок. Сплетаем замок. Здесь по возможности соединяйте запястья. Да, то есть у нас есть замок вот такой, а есть замок вот такой, где запястья у нас сведены. Вот нам нужен вот такой. Отлично, договорились. Отсюда начинаем тянуться замочком назад. Медленно приподнимаем грудную клетку. Ягодицы сжаты с самого начала. Ощущение, что за руки вас тянут назад. Макушкой тянемся вдаль. Не заламываем шею. И еще здесь 3, 2, выше, 1. Опускаемся вниз, ладонь на ладонь, лоб на ладони. Снова покачали бедрами, сделали восстанавливающий вдох и выдох. Отлично, ладони ставим под плечи, колени остаются на полу, и мы будем подниматься наверх в полуотжимании. То есть мы себе как бы телом помогаем. Колени от пола не отрываем, но стараемся от макушки до копчика сохранить ровную линию. Поехали. Отжимаем себя наверх в положение стола. Выдох. Отлично. Отсюда откат назад. Собака мордой вниз. Исходная точка, ладони под плечами, колени под бедрами. Открутили таз и тянемся назад и наверх. Тазом, руками толкаемся и макушкой тянемся в пол. Можно оставить колени согнутыми. Если чувствуете себя комфортно, выпрямляете колени. При этом не округляем позвоночник. Если вот это происходит, обязательно сгибаем колени и работаем сначала со спиной. Все подробные отстройки собаки мордой вниз, чатуранги и собаки мордой вверх есть в отдельных видео на канале. В этом положении расслабьте шею, расслабьте мышцы живота и ненадолго задержитесь здесь, понаблюдайте за ощущениями в теле, за дыханием, за мышцами. Глубокий вдох, выдох. Хорошо. На следующем дыхании посмотрели на ладони. На выдохе шагаем правой стопой к правому мизинцу. На выдохе ставим левое колено в пол и за руками растем наверх. Хорошо. Далее несколько опций. Я буду показывать среднюю, но всегда можно облегчить себе ощущения в работе, можно усложнить. Если вы хотите облегчить, вы таз оставляете в таком положении квадрата, да, то есть таз вперед не уводим. Остаемся на месте, это вариант простой. Вариант посложнее: подтяните живот вверх, подкрутите копчик и начните таз вперед уводить. Не корпус, а именно таз. Начните чувствовать вытяжение в передней поверхности левого бедра обязательно. Не переламывайте вот так поясницу, не выгибайтесь корпусом. Пресс в работе. За руками тянемся наверх, тянем таз вперед и вниз. И теперь для обоих вариантов уводим правую руку справа от себя, тянемся правой ладонью в пол. Левой рукой уходим в наклон и тянем корпус вправо. Таз не заваливаем вправо, тазом продолжаем тянуться четко вперед.
насколько можем, если вообще тянемся. Взгляд влево, хорошо. Сводим лопатки. Правой рукой стараемся дотянуться до пола, левой рукой тянемся вправо. Живот крепкий, бедра крепкие, еще здесь. Вдох, выдох, вдох и выдох. Хорошо, внимание, вернули только корпус по центру. И отсюда руки широко. Отсюда правая рука наверх, левая вниз. И соединяем ладони в замок за спиной. Также можем остаться здесь. Первый вариант. Можем бедра тянуть вперед, а корпусом уйти в прогиб вместе с замком. Если замок не соединяется, вы можете направить ладони друг к другу, можете снизу левый локоть подтянуть, а можете сверху подтянуть правый. Любой ваш вариант. Еще здесь вдох, выдох. Хорошо, на вдохе вернули бедра на место, распустили замок и увели ладони. Распустили замок и соединили ладони в замок за спиной. Вспоминаем, да, сводим запястья вместе и тянем замок от себя, сводим лопатки. Начинающие можете остаться здесь. Опытные можно усложнить и потянуться лбом к правой пятке. Замок наверх. Можно еще добавить ощущение и внимание, оторвать левое колено. И усилить свой наклон. На правое бедро не ложимся, да, бедра всегда отдельно, корпус всегда отдельно. Еще вдох. Выдох. Замечательно. Направьте левое колено обратно в пол. Верните корпус наверх. И все вместе расцепляем замок. Ладони ставим перед собой и выпрямляем правую ногу в колени, полутреугольник. Таз сажаем на левую пятку. Правую ногу в колени выпрямляем и начинаем ползти руками вперед, протягивая заднюю поверхность правого бедра. Здесь можно расслабить шею. Если некомфортно, можно поставить левый подъем на пол. И в этом положении задержались на 4, 3, 2, 1. Хорошо, посмотрели вперед, вернулись и шагнули правой стопой назад. Планка. В этом положении задержались, проверили отстройки, копчик не откручиваем и лопатки максимально тянем наверх, руки напряжены, как и пресс. В этом положении перенесите вес на левую ладонь и попробуйте оторвать правую руку вперед. Держим. 5, 4, 3, 2, 1. Поставили правую ладонь. Внимание, меняем стороны. Можно поставить колени, чуть отдохнуть. Вес на правую руку и левой рукой тянемся вдаль. Плечи стараемся не раскрывать, не уходим в боковую планку. 3, 2, 1. Поставили. Отлично. На выдохе откат назад, собака мордой вниз. Пяточки тянем в пол. Можно согнуть колени. Шея расслаблена. Вдох. Выдох. На следующем дыхании взгляд на ладони. И на выдохе левой стопой шагаем вперед к левому мизинцу. Правое колено в пол. За руками растем наверх. Здесь те же самые настройки у нас сохраняются. Да? Можно начинающим остаться наверху, опытные тянем таз вперед. Левой рукой уходим в наклон, правой рукой начинаем тянуться далеко влево. Бедра по возможности направляем вперед. Взгляд вправо, тянемся. 4, 3, 2, 1. Замечательно. Возвращаем только корпус по центру. Отсюда левая рука наверх, правая рука снизу. Соединяем ладони в замок.
Это нормально, если в этом положении левая рука хуже соединяется, чем правая, или наоборот. На выдохе направляем таз вперед и уходим в мягкий прогиб. Это вариант для опытных начинающих. Не спешите усложнять. Вдох. Выдох. Еще 3. 2. 1. Замечательно. Вернули таз по центру, распустили замок. И на выдохе соединяем замочек за спиной, тянем от себя замок, сводим. Тянем от себя замок, сводим лопатки. На выдохе пробуем усложнить, добавляем наклон. Лоб тянем к левой пятке и финальное добавление. Отрываем правое колено. Держимся, балансируем. 4, 3, 2, 1. Поставили колено, повернули корпус, распустили замок. Ладони перед собой и уводим таз на правую пятку. Левую ногу выпрямляем, расслабились, вытянулись вдоль нашей левой ноги. Несколько дыханий здесь. Три, 2, 1. Взгляд вперед. На выдохе перекатываемся вперед и делаем шаг левой стопой назад. Планка. Задержались в этом положении и готовимся отрывать поочередно ноги. Когда мы отрываем ногу, готовимся отрывать поочередно ноги. Поехали. Правая нога. Насколько можем, отрываем. Но если вы отрываете сильно высоко и у вас прогибается поясница, в этом нет никакого смысла. Еще 3, 2, 1. Замечательно поставили. И меняем стороны. Выдох. Оторвали левую. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично поставили. Откат назад на выдохе. Собака мордой вниз. Направляем пятки в пол, пробуем выпрямить ноги в коленях, шея расслаблена. На вдохе уводим взгляд на ладони и на выдохе перекатываемся в планку. Из этого положения сгибаем колени. Отсюда из собаки мордой вниз сводим правую ладонь на левую голень. Если можем, пробуем захватиться ближе к пятке. Если не получается, наоборот, можно оставить ладонь на бедре. Левой рукой продолжаем толкаться и скручиваем корпус влево. Взгляд наверх. Вдох. Выдох. Хорошо. На вдохе правую руку вернули. И на выдохе левую уводим на правую голень, либо под правую пятку. Вдох. Выдох. На вдохе возвращаем левую ладонь. На следующем дыхании перекат. Планка. Наша пиковая поза сегодня. Мы будем пробовать отрывать правую ногу и левую руку. Затем, конечно же, поменяем стороны. Поехали. Правая нога. Левая рука. Не спешим. Взгляд на одну точку держим. Опытные пробуем согнуть правую ногу и коснуться левой ладонью правой стопы. 2, 1. Вытянули ногу, вернули руку и поставили. Хорошо. Все то же самое на другую сторону. Левая нога. Медленно. Правая рука. Опытные пробуем усложнить. 2, 1. Возвращаем все обратно. На выдохе колени в пол, скрестили стопы и выносим ноги перед собой.
Отлично. Наша последняя поза на сегодня перед скрутками и шавасаной. Это перевернутый мост, либо перевернутый стол, либо перевернутая планка. Если мы выходим в перевернутый стол, это вариант для начинающих, у нас ноги в коленях остаются согнутыми. Если мы выходим в перевернутую планку, ноги изначально прямые. Первый вариант, я выхожу вместе с вами. Я сначала вместе с вами выйду в стол и потом перейду в планку. Поехали. Ладони ставим за себя, стопы перед собой, ноги согнуты в коленях, пятками и ладонями толкаемся. Выталкиваем таз наверх, в параллель с полом. Плечи, лопатки сводим, руками толкаемся. Для перевернутой планки все то же самое. Таз и грудную клетку толкаем вверх. Сильные ноги, сильные руки. Еще здесь 2. 1. Отлично. Все вместе опускаемся вниз. Отсюда переход. Складка. Компенсируем позвоночник. Бедрами отшагиваем чуть-чуть назад и тянемся лбом между голенями. Руки можно увести на стопы и, как бы помогая себе руками, притянуть себя ближе к ногам, либо раскинуть их по сторонам и расслабиться. Отсюда со вдохом посмотрели вперед. Приподнимаем корпус и на выдохе ложимся. Отсюда посмотрели вперед. Приподнимаем корпус, скрещиваем стопы и ложимся на живот. Ладони разводим широко, и мы сейчас будем накатываться на плечи поочередно. Здесь очень важно не находиться в состоянии дискомфорта. То есть если вы скрутились и чувствуете, что вот что-то именно вот вам, да, некомфортно, пожалуйста, не терпите, вернитесь на живот и просто переходите, вернитесь на живот и сделайте комфортную, да, знакомую вам скрутку. Да, например, колени в стороны поводите, либо что-то такое. Поехали. Взгляд вправо, правой стопой. Замах и шаг за себя, влево. Скрутили позвоночник, взгляд наверх, голову на пол не опускаем. Здесь 4 дыхания. Расслабляем позвоночник, ягодицы. Чувствуем, как уходит зажим в пояснице. Вдох, выдох, аккуратно возвращаемся обратно на живот и меняем стороны левой стопой, шаг за себя вправо, взгляд наверх, вдох, выдох, и еще вдох. Выдох. Хорошо. И еще вдох. На выдохе аккуратно возвращаемся обратно. Компенсируем себя после скруток ладонь на ладонь, лоб на ладони и левое либо правое колено уводим в сторону. Несколько дыханий в этом положении. Хорошо. Отсюда переворачиваемся на спину. Подтягиваем к себе колени и даем себе несколько комфортных покачивающих движений. Можно повращать колени в стороны. Можно развести колени, покачаться вправо и влево. Любой ваш вариант. Хорошо. Вводим колени к себе. Сжимаемся в лаласану. Подтягиваем колени и лоб друг к другу. Держимся. Вдох. Выдох. Хорошо. Раскидываем себя на следующем дыхании в положении шавасаны.
Раскинули ладони и стопы, легли как нам удобно и закрыли глаза. В этом положении уведите все свое внимание на вдохе и выдохе. Позвольте себе побыть в состоянии покоя и расслабления. Поблагодарите себя мысленно за проделанную работу, а я благодарю вас. Намасте.